Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 сентября, четверг. Сегодня начну с внутренних новостей из Украины. Как, возможно, большинство зрителей моего канала уже знают, САП, то есть специализированная антикоррупционная прокуратура, и НАБУ, это Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщили о подозрении Коломойскому Игорю Валерьевичу о подозрениях в завладении средствами на сумму более 9,2 миллиарда гривен. Помимо Коломойского, это же подозрение предъявлено еще 5 другим членам так называемой организованной преступной группировки, которая была якобы создана самим господином Коломойским. Ну и в свете этого сообщения становится все более понятным та схема, которая крутилась в последнее время вокруг подозрения, вокруг уголовного расследования в отношении господина Коломойского. Я имею в виду возникновение реально конфликтной ситуации между НАБУ и САП с одной стороны и СБУ с другой стороны. Имеется в виду эта история, которую большинство из вас знают. Вернее, до сих пор существовало подозрение, что сама идея законодательно расширить понятие коррупции до государственного преступления и таким образом подключить к этому делу СБУ, на самом деле эта идея состояла в том, главная ее цель, чтобы развалить дело Коломойского. И так, на первый взгляд, детали сегодняшнего подозрения НАБУ и САП, если их сравнить с предыдущим подозрением, которое было неделю назад выдано СБУ, то становится понятно, как каждая из этих сторон, какую партию будет играть. Во-первых, подозрение САП и НАБУ, сумма 9,2 миллиарда гривен. Подозрение со стороны СБУ – 500 миллиона гривен, то есть в 20 раз больше. Антикоррупционные органы предъявляют претензии к Коломойскому, нежели СБУ. Кроме того, антикоррупционные органы выдвигают подозрения в отношении Коломойского плюс 5 подельников, там фигурирует только Коломойский. Во что это все, вокруг чего это все возникает и бурлит? Объясняю. В Соединенных Штатах уже многие годы идет расследование по подозрению в крупномасштабном отмывании денег господином Коломойским и некоторыми его подельниками. В частности, там фигурировал его бизнес-партнер Боголюбов. Что такое отмывание денег? Это совершение финансовых и других транзакций с тем, чтобы спрятать криминальное происхождение средств. То есть отмывать и посадить за отмывание денег можно лишь в том случае, ежели деньги, которые ты отмываешь, имеют криминальное происхождение. По всем признакам, то, что делал господин Коломойский на территории США с подельниками, относится к отмыванию денег. Но для того, чтобы доказать, что это отмывание в суде, необходимо установить их криминальное происхождение, этих средств, которые отмываются в США. А это можно сделать на практике только путем тесного сотрудничества с правоохранительными органами, спецслужбами той страны, где возникли эти средства. В данном случае это Украина. Теоретически, очень теоретически, ФБР, другие подразделения Министерства юстиции США могут проводить очень ограниченные следственные действия на территории Украины. И наоборот. Но это очень ограничено, и реального расследования на практике не получается. Поэтому для успеха дела по отмыванию денег в США, а я вам напомню, последний раз я смотрел где-то 1,5 года назад, там фигурировало что-то около 800 миллионов долларов. Причем это называлось крупнейшим в истории США делом по отмыванию денег. Так вот, для того, чтобы это дело поступило в суд, вернее, приобрело завершенную форму и поступило в суд, нужно, чтобы соответствующие правоохранительные органы, а сейчас подключили к этому делу Службу безопасности Украины, сделали свою работу и показали криминальное происхождение этих денег,
в Украине. Ну и вот, если наблюдать, значит, СБУ подключается к этому делу на завершающем этапе. Когда понятно, что уже без СБУ управиться уже и без СБУ, оно здесь совершенно не надо. Во-вторых, тот факт, что СБУ предъявляет претензии на сумму в 20 раз меньше, вызывает подозрение, что речь идет о том, что выбраны службой безопасности, выбраны те эпизоды наименее убедительные для суда, которые в суде могут быть опровергнуты, могут быть переквалифицированы на другие дела. Короче говоря, может быть, там удастся по каким-то эпизодам и посадить на очень ограниченный срок, но учитывая масштабы, значит, там речь идет о миллиардах, можно и посидеть там где-то 6 месяцев в комфортных условиях. Ну, короче говоря, то есть такое впечатление, что речь идет о том, что СБУ засунули в это дело для того, чтобы это дело развалить. И чтобы у Соединенных Штатов не получилось широкомасштабного дела об отмывании денег в отношении господина Коломойского, и чтобы он отбыл в крайнем случае очень короткий срок наказания, а может быть, не отбыл бы это вообще на территории Украины, и таким образом все это закончится. Ну и должен сказать, что если это тактика, которая выбрана украинскими властями, а судя по всему это так, то в данном случае две государственные структуры фактически взяли курс на рано или поздно это выльется в столкновение. Что для американцев это вопрос принципиальный. Это столкновение будет. Ну и это будет момент истины. Момент истины, то есть все сотрудничество, все слова, дипломатические формулировки, рано или поздно они выливаются в конкретные дела. И если эти конкретные дела противоречат официальным заявлениям, то подрывается доверие, которое и так, мы неоднократно с вами говорили, оно и так дало трещину, и эти трещины все расширяются. Но если еще окажется, что Банковая, затеяв вот эту всю свистопляску, все это делает для того, чтобы не дать господину, не дать свершиться правосудию над господином Коломойским, вообще, в принципе, не только. То есть у меня нет никаких сомнений, что в Украине над ним правосудия не будет. Я думаю, что большинство моих зрителей с этим согласятся. Есть шанс, что это может состояться в США, но есть глубокое подозрение, что украинские власти этого не хотят. Вот этот момент истины, к которому приближаются две администрации. С одной стороны Банковая, с другой стороны Белый дом. Ну, а сегодня основную часть видео я хотел бы посвятить последним событиям на линии, как любят говорить в Москве, линии соприкосновения. Но я предпочитаю линию фронта. Соприкосновение – это что-то такое, знаете, соприкосновение любящей пары. Одна соприкоснулись руками и идут, значит, по бульвару прекрасным летним или весенним вечером. А тут, то есть, они, наверное, выбрали эту формулировку, потому что у них же войны нет. Поэтому какой может быть фронт? А для Украины война идет, то есть это линия фронта. Вот я предлагаю поговорить про линию фронта. Общая ситуация, которая сейчас складывается на основании массы, знакомства с массой совершенно различных и часто противоречащих друг другу источников. Итак, главная мысль, которую я вот на настоящий момент выношу, сформулирована одним из чиновников военного ведомства Соединенных Штатов Америки, который сказал, что он решительно выступает против акцентирования внимания на тактических событиях, то есть тактической обстановке на полях сражений в Украине. Он призвал сосредоточиться на стратегических факторах, потому что на поле боя напряженные бои идут. Ситуация может меняться каждые сутки, но стратегически, как он сказал, уже ситуация ясна. Это может быть долгая борьба за территорию, сказал он. Но с точки зрения войны Россия уже проиграла. Россия – это, как он сказал, уменьшенная держава, то есть сдутое государство, которое находится на траектории дальнейшего сдувания. Шарик лопнул и сдувается быстрыми темпами. Сегодня я заметил
были некоторые комментарии в средствах массовой информации Украины по поводу публикации в журнале Newsweek интервью с главным, как его представили, главным, или, скажем так, директором аналитического подразделения РУМО, разведуправления Министерства обороны. Это вот нечто похожее на ГУР в Украине или главное управление Генштаба Российской Федерации. Хочу сразу сказать, что я достаточно скептически отношусь к этому подразделению. Ну, во-первых, это станет ясно из самих признаний этого аналитика. Не просто аналитика, это директор аналитического управления. Но и из моего собственного опыта. Я уж рассказывал это, когда только открыл мой канал. Как это было в феврале 2014 года, когда поздно вечером я зашел в интернет, хожу там по разным соцсетям, вышел на, в конце концов, веб-сайт, который вел прямую трансляцию. Там была телевизионная камера, установленная над входом в здание Крымского парламента. И вот подъезжают грузовики спецназа российского, выскакивают люди в камуфляже, выгружают ящики с оружием, затаскивают туда. То есть начался захват парламента, начался мятеж, за которым последовала операция по аннексии. Я бросаюсь к телевизору, включаю первое, что попало, CNN, и там бежит строка внизу. Значит, идет комментарий, что там происходит, обсуждает, что происходит в Украине, в Крыму, и бежит строка внизу со ссылкой на аналитика РУМО, разведуправления Пентагона. Сообщается, что нет оснований ожидать какого-то тревожного развития событий, поскольку Russians, они не подвезли госпиталя к границам соприкосновения. Да? А из этого следует, что они не готовят никаких серьезных военных операций. Ну, то есть чиновник, для меня этот аналитик, он оценивал действия российской стороны с точки зрения доктрины и менталитета представителя западных военных кругов, совершенно не понимая, что агрессору, Мордору, для того, чтобы обеспечить внезапность операции, ему плевать на госпиталя, ему плевать, сколько людей, его людей, погибнут в этом деле. Главное – достичь цели. Ну, а так перейдем к интервью аналитика Пентагона. Значит, по его словам, сейчас он более воодушевлен, более оптимистично оценивает ситуацию на фронтах Украины. По его словам, если бы у него брали интервью 3 недели назад, то оно было бы, наверное, более пессимистичным, потому что за последние 3 недели произошло важное продвижение и важные успехи в ВСУ, в частности, на южном направлении, это Работино прежде всего. Он признал все свои ошибки, то есть не его ошибки, а его ведомства раньше. То есть, давая интервью, он как бы заранее страховался от того, что если опять он попадет не туда, там, пальцем в молоко, чтобы не сильно его обвиняли. Он сказал, да, мы не оценили ситуацию в Ираке. И в результате вот этой войны против Саддама Хусейна, когда были разгромлены войска, в конце концов из этого получился ИГИЛ, и Ирак сейчас недружественная страна, и там творится черт знает что, разгул воинствующего панисламизма, терроризма там, и так далее. То есть не стоило этого начинать вообще, в принципе, если бы знали результат. То же самое примерно произошло в Афганистане, может и хуже. Он говорит, что мы считали, что вот когда мы объявим о выводе войск, у нас будет несколько месяцев. Мы никак не могли предположить, что это произойдет в течение буквально нескольких дней. Дальше он перемещается на просторы Украины, агрессия России против Украины, и говорит, что и здесь мы провалились. Мы считали как? Значит, ну, во-первых, так он стеснительно не сказал здесь, что, ну, прежде всего, надо было понимать, что Америка, Вашингтон предупреждал Банковую не менее полгода, что грядет вторжение. Банковая никак не реагировала, оттуда слышалось, не мешайте нам с нашим великим будівництвом. Поэтому, ну, если так страна не готовится к агрессии, руководство не готовится, то как? И понятно, что вооруженные силы не обеспечиваются оружием, и траншеи, и линии там, Буданова,
как вот сейчас линия Суровикина, да, на юге, а там линия Буданова, допустим, или линия Резникова, ничего же этого не делалось. Но это бог с ним. Значит, в корне не оценили руководство ВСУ, не оценили мужество и силу личного примера командования ВСУ. То есть ВСУ оказалось категорически недооцененным, и это, пожалуй, был главный провал. Недооценили систему логистическую, но он тут не сказал, что это же мы ж там помогли там и так далее. Скромно молчал, сказал, что логистика превзошла ожидания, вернее, не то что ожидания, а худшее ожидания. Ну и плюс еще система медицинского обеспечения и волонтерское движение. Вот все это было недооценено, поэтому вместо поражения в течение 3-5 дней Украина сейчас находится в процессе наступления. Что дальше будет? Значит, да, кстати, следующее, что недооценили. Сказал, что недооценили вот эту линию Суровикина. Во-первых, не ожидали, что она будет такой мощной и серьезной, как она оказалась на самом деле. И тут надо сказать, он не говорит, он говорит так, что он признает, что американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину российской обороны и то, насколько трудно будет Украине пробить ее бронетехникой. То есть он признает, он не говорит, что это там должен был ГУР этим заниматься, а мы здесь ни при чем. Он говорит, что и мы здесь, значит, понесли, причем он говорит, первые мы, американские, а потом уже украинские официальные лица. Ну, я бы ему за это пожал руку. Молодец, хоть признает, самокритичен. Но я вот до сих пор не слышал слов самокритики в свой адрес генерал-лейтенанта Буданова, который... Ну, американские спутники, они высоко летают. Из Мину, я боюсь, что Мин со спутников, в общем-то, так и не видно. Я не уверен, что их можно рассмотреть реальное количество мин, которое закладывается на каждый квадратный метр. А говорят, там по 4-5 мин заложено. Но где были диверсанты и лазутчики Буданова, и он сам, когда это все строилось, буквально 9 месяцев. Господин Буданов до сих пор по этому поводу в своих многочисленных интервью не сказал. Далее, в плане самокритики, он говорит, значит, вернее, есть некоторые расхождения мнений в оценке его ведомства и, видимо, ГУР Украины. По его словам, украинские генералы, он ссылается на интервью, видимо, Буданова, Guardian, в которой сказано, что 80% усилий России было направлено на строительство первой и второй линии обороны, вот этой линии Суровикина. И ежели их прорвать, то дальше там будет все гораздо легче. И эта идея, кстати, гуляла по многим средствам массовой информации Соединенных Штатов, Великобритании, даже в аналитических всевозможных обзорах. Но вот этот аналитик, фамилия его Маул, он предупреждает, что по их данным, то есть РУМО, основная часть российских сил и средств остается на третьей линии последней обороны. То есть с таким трудом пробивалась первая, вторая, в надежде, что после этого, значит, выйдут ВСУ на широкий простор, и там все будет легче. Да я буквально на прошлой неделе читал, что после того, как проломили в районе Работина первую линию обороны, дальше будет легче все и быстрее. Вот теперь предупреждаю, что, может, там дальше будет сложнее. Ну, дальше, значит, по его мнению, что важно? Самым важным на последующей неделе и месяце является два вопроса. Первое – это запасы боеприпасов, насколько они есть у каждой страны и в каком количестве. Это необходимо Украине для поддержания в нужном темпе артиллерийских залпов, обеспечивающих продвижение вперед. А также погода, которая становится рано или поздно, где-то в ноябре, по преобладающим оценкам, она станет, ну, в общем, достаточно сложной для продвижения бронетехники. Хотя другие аналитики, которых я очень уважаю, и даже больше, чем РУМО, как вы меня поняли. Вот если действительно так вот мне скажут, кого я больше, есть у меня целый ряд гражданских аналитиков, вернее, они бывшие военные, но работают сейчас в частном секторе.
они уже ушли в отставку, и возьмут мнение РУМО, и кому я отдам предпочтение? Я отдам предпочтение частному сектору, аналитикам частному сектору, потому что, когда они дают рекомендации и оценки, они отвечают за это большими деньгами. То есть они получают приличные зарплаты, больше, чем они бы получали в Пентагоне или в РУМО. И ежели они сделают неверное заключение, ну раз, допустим, простят, но два, его уволят, и все, без выходного пособия из частного сектора. А вот из Пентагона там сложнее. Вот сколько он перечислил недостатков, да? Сколько провалов перечислил. А те люди, я в голову даю на отсечение, которые при этих провалах присутствуют, они до сих пор там еще работают и так далее. Так вот, значит, аналитики, которых я уважаю, частного сектора, бывшие военные, они считают, что погода особо не должна повлиять на дальнейшие наступательные действия ВСУ, потому что они перевестили сейчас в область артиллерии, дальнобойной артиллерии, которая уничтожают логистические объекты противника за линией фронта. В этом у ВСУ есть серьезное преимущество, я об этом остановлюсь на этом дальше, и поэтому погода этому никак не помешает. То есть надо бить, бомбить и бить. Что касается боеприпасов, ну вы знаете, в последнем пакете американском было объявлено о поставках снарядов с объединенным ураном. Это вслед за британцами. Много шума, криков. Значит, я ознакомился более-менее глубоко с этим вопросом. Опасности с точки зрения массовой радиации, облучения практически никакой. Этот объединенный уран в 40 раз менее радиоактивен, чем обычный, чем обогащенный, скажем так, уран. И он становится вредным только если он попадет внутрь человеческого организма, ну так, съесть его или выпить, или если он попадет через рану, допустим, или слизистую оболочку глаз, вот только таким образом. В противном случае, в общем-то, никаких катастрофических последствий худших, чем если бы это был обычный боезаряд, в общем-то, до сих пор не наблюдалось. Почему важно и почему нужно для ВСУ именно этот? Значит, зачем он вообще нужен, этот сердечник с объединенным ураном? Потому что он обладает большей плотностью, чем конкурирующие металлы. И во время ударов по броне острие этого снаряда с объединенным ураном, оно не расплющивается, оно остается острым и пронзает броню, проникает в башню танка туда, внутрь, и там, значит, взрывается. То есть именно его плотность обеспечивает его проникновение, и тем самым он эффективен. Поэтому враг-то его и очень боится. Это готовится следующий этап, так сказать, украинского наступления. Нужно сказать, что да, когда господин Моул оценивает перспективы дальнейшего развития украинского наступления, и у него спрашивают, а вот тут еще 2 недели назад целая волна пессимизма, критики в адрес ВСУ раздавалась. Что скажете по этому поводу? Он ушел от этой критики, хотя, по моим данным, ряд сотрудников среднего и нижнего звена Пентагона анонимно принимали участие в распространении вот этих критических высказываний в адрес ВСУ и Украины, цель которой в конечном итоге состояла в том, чтобы провалить голосование в Конгрессе, которое, как надеемся, состоится в сентябре этого года, по новому пакету помощи в 24 миллиарда для Украины, который запросила администрация Байдена. Так вот, значит, он отмечает, что Российская Федерация, ее вооруженные силы понесли серьезные невосполнимые потери, которые включают в себя, во-первых, отсутствие генерала Суровикина. Это один из немногих, как считали в РУМО, действительно профессиональных военных, во всяком случае, один из самых эффективных военных. Убрали его, удар по командованию. Это на руку ВСУ.
Второе, фактически отсутствие Вагнера. Вагнер – все. Нет Пригожина, нет Вагнера, там быстрыми темпами создаются другие ЧВК, но пока их не видно на полях сражений. То есть боевая мощь российских вооруженных сил понесла серьезные потери. В окопах сидят без ротации, без необходимой ротации, усталые, плохо обученные, деморализованные люди с российской стороны. Поэтому моральное преимущество в значительной степени, по словам аналитиков, на стороне ВСУ. Ну и по его словам, внимание уже переключается на следующий боевой сезон. То есть предполагается, что основная часть вот этого наступления закончится где-то в ноябре месяце. Это он так думает. А я напоминаю, ссылаясь на мнение других аналитиков, значит, вам только что сказал, что оно может продолжаться, это наступление, путем артиллерийской дуэли, обстрелы еще целую до конца осени и всю зиму, причем успешно, с целью разрушения всех объектов инфраструктуры, логистики врага. Ну и дальше аналитик говорит, даже если в этом году не удастся добиться прорыва, желательно, чтобы ВСУ расширила свои позиции вокруг Работина с тем, чтобы удержать эти позиции и обеспечить туда приток боеприпасов. И тогда Украина будет иметь все возможности для нового рывка в 2024 году. Ну а теперь я вам приведу конкурирующее мнение аналитика частного сектора, бывшего военного. И как я вам только что сказал, если бы я играл, делал бы ставки на кого-то из них, то я бы сделал ставки на второго. Вот фамилия его Дэйв Балион. И он работает на организацию под названием СЕПА. Это Центр европейского политического анализа, как-то так, расположен в Вашингтоне. Так вот, значит, по его мнению, вот эти все мрачность высказываний, мнений, которые... Ну, она сошла, эта волна фактически уже сошла в последнее время. В том, чтобы она сошла, мы, дорогие друзья, мы для этого приложили серьезные усилия, я говорю серьезно, и спасибо вам за ваши лайки и поддержку, потому что все-таки нас слушают. Самое главное, что нас слушают даже не столько тут в массовости, нас слушают в ключевых центрах всевозможных. И я вам скажу, что мы были первые, кто обратил внимание на вот эту тенденцию. Помните, я рассказывал несколько недель, 2-3 назад, из чего это все началось? Когда на позиции, передовые позиции ВСУ проникла команда, сначала говорили 3, а потом оказалось 6 аналитиков из Запада, там один поляк, американцы, и которые потом, значит, погнали вот эту всю волну. И мы были первые, кто обратил внимание на то, что эта волна недоброкачественная, это недоброкачественная критика. И потом, через некоторое время, через несколько дней, пошла антиволна, которая сейчас преобладает. То есть критиканов сейчас не слышно. Но тем не менее, вот этот аналитик говорит, что вот эти все вздохи, охи на то, что Украина в этом году не сможет пробиться до Мелитополя, кстати. Дня 3 назад цитировали представителя разведсообщества Соединенных Штатов Америки, которые скептически вздыхали, что в этом году до Мелитополя ВСУ не дойдут. Один даже сказал, что наблюдается статическая ситуация, и говорит он, если даже через 5 лет мы посмотрим, где находится линия фронта, то она будет там же находиться, где и сейчас. Категорически с этим не согласен аналитик, категорически не согласен я, и вам сейчас объясню ход его мысли. Очень правильный ход его мысли. Так вот, по его словам, отвоевав деревню Работино, ВСУ уже совершили прорыв, потому что им, для того, чтобы перерезать вот этот сухопутный северный коридор, ведущий из Российской Федерации в Крым, им совсем не нужно брать даже Токмак, не говоря уже о Мелитополе. Им не надо двигаться на 50 километров туда и брать это все с боем, ценой огромных жертв и крови.
им достаточно продвинуться всего на 9,5-10 километров в районе этого Работина. Почему? Почему? Значит, всего-навсего на 9-10 километров. Потому что это как раз тот плацдарм, который необходимо взять в ВСУ для того, чтобы продвинуть туда свою артиллерию, и тогда в радиусе действия этой артиллерии окажутся все линии транспортной коммуникации, сухопутной транспортной коммуникации, которая связывает Российскую Федерацию с Крымом. Это вся логистика. Именно по этому коридору сейчас поступает 75% всей логистики в Крым для российской группировки. И только 25%, по оценкам американцев, поступает через Крымский мост. Так вот, для того, чтобы перерезать вот этот северный коридор, не надо брать Токмак, не надо брать Мелитополь. Как говорит этот аналитик, когда вот аналитики и военные планировщики смотрят на карту сейчас в этом районе, аналитики видят километры, расстояния, да, а военный планировщик говорит, включает математику, и получается, что если продвинуться еще на 9 километров, и сначала задвинуть туда РСЗО, Хаймарс и МЛРС, это М270, и отутюжить тот район, значит, который попадет в радиус действия этих систем залпового огня, а потом пододвинуть туда, еще поближе, орудия 155-миллиметровые, ну, в частности, 3 топора М3 семерки, то вся вот эта наземная сухопутная коммуникация будет под контролем, огневым контролем ВСУ. Практически, значит, если это произойдет, то российское командование и Путин, они будут перед лицом дилеммы. Или им сопротивляться дальше и ждать ситуации, когда полностью вся их группировка в этом районе будет стерта с лица земли ударами украинской артиллерии, или же сдаться. В конце концов, по мнению аналитика, это придется решать, эту дилемму придется решать Путину. То есть, ну, создастся примерно такая ситуация, какая сложилась вокруг Херсона, и в результате генерал Суровикин, как мы помним, вынужден был сделать этот стратегический жест доброй воли и убрать оттуда свои войска. То есть операция сейчас, по мнению этого аналитика, это операция по созданию условий для второго жеста доброй воли со стороны Российской Федерации. Поэтому, по мнению этого аналитика, зима, она станет проблемой не столько для ВСУ, сколько для российской армии, ее подразделений, которые дислоцированы к западу от Мелитополя. В любом случае, продвинувшись еще на 9 километров, по мнению аналитика, сухопутный мост, в кавычках, из России в Крым будет разорван. Как раз будет достигнута стратегическая цель этого наступления, этой фазы наступления. Кстати, хочу вас предупредить, тут гром небесный у нас грохочет, не знаю, слышно его или нет. Невиданная гроза сегодня, поэтому, извините, отменить не мог. Приведу вам пример еще одного аналитика. Человека, за мнением которого я наблюдаю давно, имеет тенденцию к тому, чтобы сбываться. Он, я бы сказал, осторожный оптимист. Ну, то есть он не поддается паническим настроением, он не идет за толпой, и он живет за счет своего анализа. То есть раз неправильный анализ сделал, два, и все, и ты без работы, и твой проект накрылся. Поэтому человек идет как бы по минному полю, в отличие, опять-таки, от главного аналитика разведуправления Министерства обороны. Так вот, на что он обращает внимание в преддверии вот этого осенне-зимнего сезона? Мы сейчас возвращаемся немножко назад. Я вам сказал, что главная роль будет играть артиллерия. Она и сейчас играет главную роль, а наступающие месяцы будет играть еще большую роль. И если раньше преимущество в этой артиллерии в дуэлях было однозначно на российской стороне, то сейчас ситуация коренным образом изменилась. И вот он публикует карты артиллерийских дуэлей через линию фронта.
линия фронта, южнее расположены российские подразделения, к северу украинские подразделения. И если посмотреть, да, это все снимки, карта составлена на основании снимков со спутников, разведывательных спутников. Так вот, если смотреть сверху, то вблизи линии фронта плотность артобстрелов с обеих сторон приблизительно одинаковая, что с российской стороны, что с украинской. Но на большей дистанции вглубь территории больше и значительно больше ударов по тем территориям, где расположены российские части. Причем намного. Это говорит о том, что заметили специалисты Британии и Соединенных Штатов достаточно давно, что ВСУ тихо, незаметно получили преимущество. Преимущество выражается в том, что, во-первых, резко уменьшилось количество боезарядов у российской стороны. Значительно. Они сейчас ведут мучительную перестройку. Британские специалисты говорят, что в перспективе это может стать плохо, хуже для ВСУ. Почему? Потому что увеличится, то есть понимая, что у них нету достаточного количества боекомплекта, чтобы просто поливать ними территории, им придется сосредоточиться на точном поражении объектов ВСУ. Это будет плохо, но для того, чтобы точно повышать, то есть точно поражать, перейти к этой тактике, нужно иметь соответствующие артиллерийские установки. Их нет. То есть по точности поражения украинская артиллерия гораздо лучше в этом плане, эффективнее, чем российская. То есть быстро перейти от ударов по территориям к ударам по точечным объектам Российская Федерация никак не сможет. И вот эта тенденция, и этим надо воспользоваться. По мнению аналитиков, именно эту тактику выбрало ВСУ, командование ВСУ, после того, как первая попытка прорвать эту первую и вторую линию обороны показала, что это сопряжено с большими жертвами сейчас. Командование ВСУ сделало совершенно правильную перестройку и выбрала тактику нанесения, то есть уничтожения логистических объектов врага за линией фронта, чтобы отрезать его части от БК, от боекомплектов, от всего остального, и таким образом измотать его до такого состояния, когда можно его брать, нельзя сказать, что голыми руками, но без тех жертв, которые были до сих пор. Поэтому этот аналитик тоже считает, что у ВСУ в предстоящий осенне-зимний период гораздо лучше шансов для наступления. Единственное, со стороны Запада, что нужно обеспечить, первое, это самое главное, это боекомплект. И дальше поговорим в следующем выпуске о стратегических вещах, которые, в принципе, тоже складываются благоприятно для ВСУ. Вот на этом позвольте закончить сегодняшний выпуск. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. И как в последнее время иногда я вам напоминаю, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Мы в условиях информационной борьбы, и здесь мы тоже должны победить. До новых встреч. До свидания.